Как научиться ставить цели и достигать их? Сейчас в эру информации как никогда актуальна эта тема. Нас то и дело что-то отвлекает, препятствуя реализации наших идей. Да и лень это периодически подключается. А иногда начнешь и закончить не получается. Перегорел. Как же научиться достигать всех своих целей и получать желаемый результат? Об этом мы и поговорим в этом ролике. С вами Анна, вы на канале Эволюция личности. Поехали! Чтобы избежать перегораний, выгораний и тому подобных неприятных моментов, мы должны научиться ставить себе цели, которые действительно нас мотивируют. Мы должны мысленно или письменно составить список из «почему», базируясь на наших ценностях, приоритетах и принципах. Ведь если наши цели будут идти вразрез с нашими ценностями, то наше второе «я» будет нас активно от этой цели тянуть. Например, смотрите, в ценностях у вас стоит разнообразие. Вы любите движение, что-то новое, вам всегда интересно узнавать и делать что-то новое, а тут у вас цель работать в компании, в которой вам придется все время делать одно и то же. Эта монотонная работа по итогу не принесет вам никакого счастья. И более того, вы почувствуете себя несчастным из-за того, что вы прошли такой путь, чтобы достигнуть этой цели, а потом не получили желаемого. Или вы поймете все на полпути, и тогда вам также будет жалко того времени, которое вы уже затратили. Или, что еще хуже того, вы можете понять, что вы не справляетесь, или вы как-то вяло идете к этой цели, просто потому что это не то, что действительно вы хотите. Ваше сознание и подсознание борются, и, соответственно, вы не можете ощутить себя в полной мере счастливым. И от этого у нас уже страдают наши достижения результатов. Еще почему у нас откладывается достижение результатов? В основном люди действуют по шаблону желания, действия. То есть после того, как мы что-то захотели, мы сразу же начинаем делать, предпринимать какие-то шаги, какие-то действия к этой цели. Но ведь, пропуская два очень важных шага, мы просто совершаем колоссальную ошибку. Обычно очень хорошо действует та же схема, только которая базируется на 4 этапах, а не на 2. Первое – это желание. Второе – твердое решение. То есть вы должны осознавать, вы должны четко дать себе обязательство, что я это сделаю, во что бы то ни стало. Мне это очень нужно, и я это сделаю. Это момент принятия решения. Следом идет у нас подготовка к действию. Это может быть визуализация, либо вы можете прям взять и расписать пошаговый план. И сроки реализации, а также все подводные камни, которые могут вам попасться на пути. И уже 4-й этап у нас будет заключаться в действии. Если мы не будем пропускать ни один из этих шагов, то в итоге у нас все получится. Мы будем постепенно или же стремительно продвигаться к нашей цели. Когда мы перешли уже к этому 4-му шагу под названием действие, что мы сделали? Мы сели, произвели мозговой штурм, выписали себе на листочке цель в такой формулировке. К такому-то, такому-то числу я обязуюсь сделать это. Или я обязуюсь получить то-то, то-то. Никаких «я хочу» или «я хотел бы». Я обязуюсь. Это дает вам хорошего пинка. Но когда вы говорите «я хочу» или «хотел бы», ну хочу я, да, но сегодня хочу, завтра не хочу. Перегорите, забудете, отложите. Вот и все. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно узнать, что нас мотивирует. Просто так же методом мозгового штурма садитесь и думайте,
Что меня мотивирует больше? Результат или же сам путь? Вот меня, например, мотивирует результат. Но для того, чтобы мне дойти до этой цели, мне необходимо разбить эту большую цель на маленькие цели. Чтобы каждый раз, как в игре, я попадала на ништячок, хватала его и забирала себе. И мне хорошо становится от пути, потому что на этом пути у меня не один результат, а у меня много маленьких результатов, а по итогу будет огромный пройденный левел. Да? Хорошо, если вас мотивирует сам путь, это вообще прекрасно, это просто супер, но вы должны себя подпитывать, вы должны себя награждать. Каждый раз, когда вы сделали что-то хорошее, что-то полезное на пути к своей цели, к своему результату, вознаградите себя, сделайте то, что вас радует и то, что вас будет мотивировать еще больше. Записанные цели дают куда больше результат, чем наши мысли. Те цели, которые остались у нас в мыслях. Вы наверняка слышали такое выражение, как «мысли как дым». Это действительно так. И если вы поставили свою цель у себя в мозгу, то мозг очень скоро забудет о ней. Или найдет что-то, что ему будет делать приятнее, и сделает это своей целью. Понимаете? Проще ведь пойти телек посмотреть, пойти поиграть, чем еще на шаг приблизиться к своей цели. Правильно? Поэтому записывайте и держите это перед собой. Проснулись, посмотрели, у меня это цель. Вечером, отходя ко сну, анализируйте, что я сегодня сделала для достижения этой цели. Рекомендую вам письменно отслеживать свои результаты. Заведите себе тетрадь, в которой вы будете это делать, и периодически проводите анализ. Как продвигается ваш прогресс, что вы уже успели сделать, какие ремарки и поправки нужно внести в ваш план. Прямо сегодня попробуйте поставить себе небольшую цель, которую вы уже довольно давно откладываете, и примените к ней 4-этапный подход, который мы сегодня с вами обсудили. Напомню, это желание, решение, подготовка к действию и непосредственно само действие. И также попрошу вас постараться отслеживать прогресс этой цели на бумаге. И давайте поспорим, что в скором времени вы осилите эту цель. По возможности, пожалуйста, поделитесь в комментариях своими результатами. Мне будет очень-очень интересно узнать, что у вас получилось. И еще один момент хочу сегодня обсудить с вами. Достижение счастья и счастье достижения. Как вы думаете, есть ли в этих понятиях разница? Определенно. Достижение счастья – это та радость, которую мы испытываем от самого результата. И счастье и достижение – это когда мы испытываем радость и счастье в процессе, в пути к этой цели. К сожалению, многие люди становятся прямо-таки заложниками понятия достижения счастья, когда у них есть какая-то цель, и их радует только ее достижение. Но по итогу, после достижения этой цели, ничего нет. А новых целей они не ставили. Давайте вспомним всеми нами уважаемых наших космонавтов. Они с самого детства мечтают полететь в космос. Готовятся к этому полету годами. У них происходят сложнейшие тренировки. И результатом является сам полет. Но когда они ступают на Луну, берут этот лунный камушек, возвращаются домой, кладут его на полку, и все. Наступает ужасная депрессия, которая не дает им взглянуть на другие вещи радостно. Давайте не будем становиться заложниками понятия достижения счастья. И достижение счастья, и счастье достижения очень важны в нашей жизни. В момент пути не забывайте останавливаться, нюхать цветы, радоваться солнышку, которое нас греет каждый день. Благодарите
близких людей за то, что они рядом. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Анна. До новых встреч. Пока.